Всем привет! В этом видео я расскажу, как лучше собрать Цзиньлю, нового персонажа, скажем, точнее героиню, Ханкай Старел в патче 1.4. И начнем сразу с недостатков и преимуществ Цзиньлю. Преимущество персонажа Цзиньлю в игре Ханкай Старел не имеет серьезной конкуренции среди персонажей своей стихии и превосходит ледяных ДД персонажей. Наносимый высокий урон как по области, так и по одному противнику. Усиленное умение не требует скиллпоинтов, что облегчает ротацию и геймплей. Талант повышает критический шанс на 40-50%. Ну, это в зависимости от того, насколько у вас он прокачан. Силу атаки и продвигает действия вперед на 100%. Предоставляет дополнительные бонусы к критическому урону, скорости и здоровью в следах. Может занять позицию второго дамагера, если это необходимо. Хорошо сочетается с оружием, а падение Иона из магазина Герты. Недостатки персонажа Цзиньлю. Потребляет здоровье союзников во время спектральной трансмиграции, что может быть проблемой в длительных боях. Сверхспособность требует 140 единиц энергии, что считается высоким значением. Необходимость персонажа поддерживать необходимость персонажа в поддержке пути изобилия из-за постоянной утраты здоровья союзниками. Механика продвижения действия может прожигать бафы и щиты врагов, поэтому Цзиньлю лучше находиться в стойке. Для успешной игры за Цзиньлю требуется наличие достаточного количества скорости и восстановления энергии, или соответствующих саппортов, чтобы избежать снижения общего ДПСа. Подбор характеристик. Критический урон и критический шанс. Особенно важен критический урон, так как в состоянии спектральной трансмиграции Цзиньлю повышает свой критический шанс на 40-50%. Поэтому уделяйте приоритет критическому урону. Сила атаки. Все навыки Цзиньлю зависят от этой характеристики. Улучшайте ее, чтобы увеличить урон. Скорость. Оптимальный уровень скорости позволит быстрее достигать статуса Сизигия и входить в состояние спектральной трансмиграции. Также при использовании при использовании ульты не снимают очки навыков. Восстановление энергии. Это важно для быстрого использования сверхспособностей, особенно в отсутствии внешних бафов. Рекомендуемые характеристики в реликвиях. Тело. Критический урон в приоритете. Критический шанс при необходимости. Ноги. Скорость, если скорость ниже 121 единицы. Сила атаки, если скорость выше 134 единиц. Планарная сфера. Ледяной урон. Соединительная веревка. Восстановление энергии в приоритете. Сила атаки при необходимости. Дополнительные характеристики. Естественно, критический урон и критический шанс. Сила атаки, скорость и по возможности сопротивление эффектам. Ну, чтобы под контроль не попадать часто, скажем так. Оптимальное значение характеристик. Сила атаки от 2000 и больше. Скорость 121-134 единицы. Восстановление энергии более 120%. Критический шанс, критический урон 30-50% критического шанса и 180-200% критического урона. Учитывая, что Цзиньлю увеличивает свой критический шанс на 40-50%, можно сделать большой упор на критический урон. Лучшие световые конусы для Цзиньлю. Сигнатурный конус Цзиньлю. Самый предпочтительный вариант, обеспечивающий необходимые бафы, так же как критический урон и сила атаки. Также легко активирует пассивный эффект за счет постоянного расхода ХП союзников. О падении Эона. Бесплатное оружие из виртуальной вселенной и отличная альтернатива сигнатурке. Позволяет набирать стаки для увеличения сил атаки на 32% при частых атаках. Дополнительный бонус увеличения урона на 2 хода после пробития слабости врага. Что-то неизменное. Обладает высокой базой силы атаки и предоставляет бафы силы атаки и наносимого урона. Повышает выживаемость Цзиньлю, так как восстановление ей ХП после убийства или получения урона. Недоступная сторона. Имеет высокую базовую атаку и повышает критический шанс, ХП и наносимый урон. Главное, чтобы критический шанс не превышал 100%. Пассивная часть менее стабильна, но может быть полезна без щитовика. Под голубым небом. Увеличивает силу атаки и при победе над врагами также повышает критический шанс. Критический шанс может быть полезен, особенно при недостатке этой характеристики. Тайная клятва. Улучшает общий урон, оставаясь эффективным, даже если не удастся активировать вторую часть пассивного эффекта. В случае, если ХП Цзиньлю опустится ниже уровня противника,
Это оружие станет более предпочтительным, чем под голубым небом. Бежать некуда. Упрощенная версия, что-то незаменимое, тоже повышает силу атаки и восстанавливает хп, но только после победы над врагами. Не так эффективен по урону, но может быть использован при отсутствии других вариантов. Кроты приветствуют тебя. Простой в использовании конус, повышающий силу атаки при использовании ударов, навыков и сверхспособностей. Предоставляет бонус к силе атаки, но не имеет других дополнительных эффектов. Гав. Время прогулок. Бесплатный конус, который проигрывает по уровню урона, но может быть полезен в начале игры благодаря высокой базе. Требует наличия персонажей в отряде, способных наложить статус горения или кровотечения. Лучшие артефакты. Охотник ледяного леса. Оптимальный сет артефактов для Цзиньлю, предоставляющий бонус к урону, ледяной стихии и критическому урону. Героиня может получить пользу от набора из 4 частей, но для этого необходимо обеспечить ей восстановление энергии через соединительную веревку или использовать персонажа Тинь-Юнь, чтобы чаще активировать сверхспособность и иметь увеличенный критический урон на протяжении 2 ходов. Охотник ледяного леса 2 части и стрелок ледяной дикой пшеницы 2 части. Альтернативный вариант, состоящий из комбинации сетов, повышающий ледяной урон и силу атаки. Не сильно уступает охотнику ледяного леса, поэтому при недостатке полного комплекта можно использовать комбинацию 2+2. Переход на охотника в будущем не обязателен, так как разница в уроне минимальна. Планарные украшения. Звездистая арена. Идеальное планарное украшение для Цзиньлю, так как повышает урон ее навыка, который является основным источником урона. Базовый критический шанс может быть менее 70%, так как Цзиньлю сама увеличивает свой критический шанс на 40-50% после входа в состояние спектральная трансмиграция. Поэтому для получения бонуса достаточно иметь критический шанс от 30%. Замерзшая Салсотан. Сверхспособность также важна, и этот бонус полезен, однако общий прирост урона немного ниже, так как ульта используется реже. Преимущество в том, что требуется меньший критический шанс. Если критический шанс изначально не достигает 50%, используйте ульту только во время состояния спектральной трансмиграции, чтобы получить баф. Запечатывающий космос-станция. Альтернативное украшение, которое увеличивает силу атаки на 24%. Рекомендуется, если не удается собрать необходимые части прошлых наборов артефактов, или если в этом случае выпали более подходящие характеристики. Но учтите, что для получения максимальной выгоды необходимо соответствовать требованиям по скорости, не менее 120 единиц. Варианты команд для Цзиньлю. Цзиньлю, Броня, Фусюань и Лоча. Цзиньлю является основным источником урона. Броня увеличивает силу атаки и критический урон, а ее скорость должна быть немного ниже, чем у Цзиньлю. Фусюань берет на себя 65% урона, а Лоча помогает в лечении. Цзиньлю, Броня, Тинь-Юнь и на выбор из Байлу, Рыси или Наташи. Этот отряд, который сосредоточен на максимальном усилении Цзиньлю благодаря 2 персонажам пути гармонии. Рекомендуется выбрать хорошего целителя на роль саппорта, чтобы обеспечить высокий уровень здоровья союзникам. Ну, то есть, хорошее исцеление, скажем так. Или Фусюань, так как она также способна лечить. Цзиньлю, Серебряный Волк, Пэла или Герта. И Фусюань или Рысь. Это универсальная команда, в которой Серебряный Волк создает слабость к ледяной или квантовой стихиям. Для баланса стоит добавить еще одного персонажа ледяной стихии. Пэла для дебафов или Герта для урона по области. На роль целителя или щитовика подходит Фусюань или Рысь. Примеры команды для бесплатных игроков. То есть free-to-play, скажем так. Цзиньлю, Аста, Юйкун или Наташа. Эта команда обеспечивает полную поддержку для Цзиньлю. Аста повышает скорость и силу атаки с помощью сверхспособностей и таланта. Юйкунь увеличивает силу атаки, критический урон и критический шанс с помощью сверхспособности. Наташа отвечает за лечение. Цзиньлю, Даньхэн, Цинцю и Наташа. Этот состав сочетает в себе путь охоты и эрудиции, и он остается сильным в любом обстоятельстве. Однако в этой команде отсутствует усиление для союзников или дебафы для противников. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Кто новый на канале и еще не подписан, подпишись, чтобы не пропустить выход новых видео.
посмотреть другие видео на моем канале. И еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео.